Привет, друг, с тобой Боголюк. В этом видео хотел бы рассказать про Midpoly Pipeline. Чем он отличается от Low-Poly пайплайна, как делать мидпольки модельки. И еще бонусом, как можно разноображивать тайловую текстуру в движке, ребят. Так что досматривайте до конца, я расскажу вам все, что нужно знать. Я расскажу вам базу. Базовая информация — это не что-то углубленное. Я не буду обсасывать кнопочки, маленькие там какие-то ползуночки. Нет, мы об этом не будем говорить. Покажу, как это работает в действии, и базово накидаю вам, чтобы вы понимали, да, чтобы у вас была картинка, как оно устроено, как оно в играх работает. Я подготовил для вас сегодня ничего. То есть я не моделил ничего для того, чтобы показать, как работает Midpoly. Прямо сейчас я это расскажу. Значит, что такое Midpoly? Самое первое, это мы должны понять, что такое Midpoly. Middle Poly. Среднее значение полигонажа. Есть High Poly, Low Poly, Mid Poly. Low Poly это низкие полигонажи, High Poly высокие, Mid Poly что-то среднее, да? Ну, если так вот прям буквально переводить. На самом-то деле Mid Poly, оно не измеряется в полигонах. То есть нет такого значения, что от 10 тысяч до 50 это low poly, от 50 до 100 это mid poly и выше это high poly. Нет, забудьте об этом. Так неправильно думать. Mid poly это называют модельки, у которых шейдинг построенный уже изначально хорошо. То есть нам не нужно его бейкать с хп. Поэтому на этом этапе high poly модель не делается. Сразу приступается после блэкаута mid poly создаваться. Вот. С этим мы уяснили. Low poly это тогда, когда мы с high печем на low. Mid poly, когда мы вообще ничего не печем. У нас уже шейдинг хороший. Мы его создаем в блендере, в Maya, где вы там работаете. Мы создаем шейдинг уже непосредственно на самой модельке. Мы его не бейкаем, ничего. Так, уяснили с этим моментом. Теперь вы понимаете, что такое mid poly, да? Оно не означает, что там определенный диапазон полигонажа значит это мидполи. Нет, это не так. В чем разница от лоу-поли? Разница в том, что у мидполик может быть большое количество полигонов, это понятное дело, там в 3-4 раза больше, чем у лоу. Разница еще в том, что на мидполе мы ничего не бейкаем, и в том, что можно... Но это не разница, это как особенность пайплайна в том, что мы текстуру на мидполе настраиваем не в пейнтере, а в движке. В пейнтере мы создаем маску, в движке мы ее настраиваем. Я покажу сегодня, я покажу про маску и про это все дело, чтобы у вас вопросов было как можно меньше. Если будут, то какие-то супер локальные, но вы сами знаете, к кому обращаться и куда по локальным вопросам. Конечно же, ко мне на Patreon. Поэтому, ребята, переходите по ссылочке в описании, ознакомливайтесь со всеми ценами, со всеми уровнями. Так что жду вас, но, конечно же, если останется место. Значит, это все отличия насчет мидполи и лоу-поли. Все, я об этом рассказал. Теперь, правила создания мидполи модели. Давай я расскажу на примере какого-то меша. Вот мы уже в блендере, перемещаемся в блендер, создадим здесь куб. Ребята, вы знаете, я люблю кубы. И прикол в том, что изначально, когда я открываю блендер, у меня тут пустая сцена. Я настроил ее так, чтобы у меня ничего не создавалось. Но мне приходится создавать кубы каждый раз, когда я записываю туториал. Давайте создадим куб, его видоизменим, создадим ему какую-то интересную форму. Ну, например... Пускай это будет что-то типа этого башмака. Вот. Ну, это слишком высокий башмак. Такой своеобразный унитаз. Этого нам вполне достаточно для того, чтобы разобраться с принципом мидполи модели. Что угодно. Вот эти правила, что я еще буду рассказывать, они работают на любую модельку. По размерам, по сложности формы, геометрии, по силуэту. Оно работает на все абсолютно. Будь то маленькое что-то, или огромное, или средних размеров. Разберем на примере этой штуки. Давай я ее еще приведу, эту штуку, в человеческие размеры. Я создам сюда скелет человека. Метарих — это бесплатный аддон в блендере, он просто активируется, если я не ошибаюсь. И увеличим этот унитаз вот до таких размеров.
Все, я здесь все трансформы сбрасываю, All Transforms применяю. Что дальше? Вот у нас есть моделька. Предположим, это наш блокаут. Что делаем дальше? Если бы у нас был пайплайн low poly и high poly, мы бы сейчас взяли HP, будь то в ZBrush, будь то под subdiv, или там из кады выгоняли бы под subdiv, да, но у нас mid-poly пайплайн. Что делать, если нам сказали, сделай под mid-poly пайплайн? Ребята, смотрите. Значит, у нас сейчас плохой шейдинг. Ну как плохой? Он не какой-то там поломанный, он просто лоупольный, я вот так назову. То есть вот этих фасок нету хороших, которые мы создаем на хайполе, потом бейком на ЛП. Нет. Нам нужно их создать. Как? Это обычный чамфер. Что такое чамфер? Это bevel с одним сегментом. Рассказываю. Значит, в блендере есть аддоны, модификаторы, и мы через модификаторы будем делать эти чамферы. Это можно делать и вручную. Я буду показывать на примере модификаторов, потому что так проще, так менее деструктивно. То есть мы можем в любой момент ползунок подвинуть, мы можем в любой момент отключить модификаторы, нам не нужно будет колупаться в сетке. Поэтому показываю это все на примере с использованием модификаторов. У меня версия 3.6.5, я не обновлялся до 4.2, потому что я не хочу. Мне не нравится это обновление, там с автосмузом что-то намудрили, поэтому там пару аддонов не работают. Ну его нафиг, я работаю как старичок на 3.6.5. Но это не меняет сути. Модификатор Bevel как был в версии 2.79, так и на любых версиях он одинаковый. Значит, создаем этот модификатор. У нас он наваливается на модельку. Что делаем дальше? Значит, единственное, что мы будем крутить, это offset и пару настроек вот здесь. У меня по-другому отображается модификатор properties, потому что у меня модификатор list, это аддон, который просто раскрывает все списки, и мне все, что нужно, это крутить. Мне не нужно там открывать, закрывать, чтобы там... Вот. Ну и плюс, если Alt пробел мы нажмем, у нас modifier list создаст такую менюшку, и мы можем не заходить мышкой вот сюда вот в правую часть экрана и ничего тут не тыкать. Это очень удобно, когда мы работаем на full экране. И вместо того, чтобы отключать, переходить сюда, что-то нажимать, мы просто нажимаем Alt пробел, все, и начинаем тыкать. Значит, что мы тут будем тыкать? Вот это наш Bevel модификатор. Пока что создаем только его. Нам нужно будет еще доп. Модификаторы создать. Я расскажу, все идем последовательно. Offset. Крутим сначала offset. Такие жирные фаски нам не нужны. Представим, что мы делаем хайполи только через Bevel. Не через Subdivision, а через Bevel. Если бы мы делали под Subdiv, мы бы тут наваливали 4 сегмента, ну или 2, смотря какой размер. Профиль в единицу, начинали бы крутить, потом Subdiv накидывали. Я об этом рассказывал в своем видео про Subdivision моделинг. Он находится в каком-то из этих углов. Но здесь мы настраиваем через Bevel модификатор. Значит, offset. Offsetом это все добро приблизительно на вот такой вот промежуточек, да, между точками 1,6 сантиметров. Это все, так скажем, зависит от размеров. Типа такого. Можно дальше чуть поменьше. Вот. Что дальше? В принципе, все. Давай я сделаю чуть сложнее модельку. Давай я сделаю вот такую вот штуку. Значит, отверстие. Мы его создадим таким способом. Я просто инсерчу, эти точки я удаляю, эти я выделяю. Loop Tools, Circle, уменьшаю и погнали его выдавливать вовнутрь. Значит, что мы видим? Я включу сейчас Wireframe. Что мы видим? У нас вот этот вот чамфер, он погнал по всем ребрам. Нет, мне так не нужно. Мне нужно, чтобы у меня это выглядело как круг. Поэтому я здесь вместо angle ставлю либо weight и назначаю веса, либо угол 60 градусов. Вот, чтобы у меня чамфер был там, где угол 60 градусов. Собственно, у меня и по шейдингу, вот я сейчас забросил шейдинг, назначил его тут на 60 градусов. И смотрите, без бевела выглядит это так, с бевелом выглядит это поломано. Но давай я сейчас обратно откачусь на 30, чтобы глаз не ломать, да?
В общем, либо ставим angle на 60, либо weight ставим и дальше назначаем веса. Ну, как назначать веса, я думаю, уже все знают. Мы заходим здесь. Куда мы тут заходим? Вот, в item, первая менюшка. Выделяем все Sharp Edge. У меня это происходит на забинженную клавишу. Если у вас нет такой возможности, вот, Select. И здесь Select Sharp Edges. Добавляйте вот так вот Add to Shortcut. Назначайте цифру или там букву, сочетание клавиш, и у вас оно выделяется по углу. У меня 30 вот сейчас идет. Мне нужно выделить по углу 60. Вот, идут выделения по углу 60 градусов. Я наваливаю сюда Bevel Weight. Понятное дело, что где-то я могу этот Bevel Weight на определенном edge уменьшить. Но я ставлю везде единицу, мне нужна одинаковая фаска везде. Вот такие вот бевела, ну точнее чамферы, да, это то, что нам нужно. Мы не ставим здесь ни в коем случае arc. Нам это не надо, потому что зачем? В основном используют такой вот Sharp. Но если хотите, можете и arc поставить. Я просто никогда не использовал arc и не было такой надобности. Что делаем дальше? Вот мы выставили угол 60 градусов, да, у нас, или там вы сам назначили, у нас чамфера пораскидывались, где не раскинулись, если там сложная, да, какая-то, вот давай сделаю так, вот типа такого, да, какую-то такую замудренную схему сделаем. Нет, даже сделаем что-то типа такого. Как бы вот оно ломает, оно мне ломает весь bevel. Что я делаю? Убираю здесь веса. Ну, тут я могу нарулить, конечно же. Вот в этом месте. Тут мы оставляем, как оно есть. Применяю bevel. Да, мы можем тут пользоваться луп-слайдами. Вот этими, да, которые нам выравнивают круги. Вот без луп-слайда, смотри, какой он какой-то покоцанный кружочек. С выключенной галочкой луп-слайд у нас bevel происходит вне зависимости от формы. Поэтому ее в большинстве случаев мы отключаем. И Clamp Overlap мы можем его отключить, конечно же. Тогда нам, кстати, и не придется убирать веса. Вот, мы так и оставили. То есть у нас bevel одинаковый теперь везде. Даже в тех местах, где он, в принципе, не может быть такой. Мы сейчас это будем дело исправлять. Значит, это делаю, потом экстружу в это место. Ну, можно его чуть уменьшить. Так вряд ли кто-то будет делать. Вот типа такого, да, сделаем. И на него тоже навалю в эти места веса, чтобы у меня создался чамфер. Вот так вот. Что делаем дальше? Применяем bevel. Ну, если у нас есть такой косяк. Если косяков нету, можно его не применять. Ну, можете и применить, я применю. Соединяю точки, выравниваю это все добро. Мне в этом месте тоже нужно сделать чамфер. Значит, что мы будем делать? Как мы будем создавать этот чамфер? Кстати, тут он очень кривой. Нужно было его выровнять. Ну вот, возьму вот эти точки так, соединю. Вот эти соединю так. Да. Потому что здесь я чамфер не создавал. И мне необходимо его тут сделать вручную. Ну и пока так прорежу эту точку для того, чтобы нормально выровнять это все дело. Соединю здесь. В общем, разные способы у нас тут имеются. Это я сюда ставлю. И здесь эти эджики вот в это место. Так, что происходит у нас дальше? В этих местах я тоже ножиком сейчас соединю. Но давай сделаем это таким способом. Оп. Или соединяю, это я удаляю. Нам это тут больше не нужно. Тут у нас фаска имеется. Да, вот тут я опять соединю в этом месте. Сам чамферок вот сюда вот. Тут ровно, тут окей. Это я выравниваю, так, чтобы оно было одинаково у меня. И дальше это дело вот сюда вниз. Это... Так, вот этот вот сюда поставим. Так, чтобы у нас форма была ровненькая. Что дальше? Значит, тут у нас чамфера нема. Это плохо. Поэтому я беру и делаю минимальный. Вот что-то типа такого. Дальше создаю тут ножиком вспомогательные эджи. Можно так сделать. И дальше соединим просто эти точки. Я не знаю, в каком случае у вас будет именно такая ситуация.
Это достаточно редкий момент. У меня никогда не случался, чтобы прям вот так вот это все было. Так, это мы дело выравниваем. Вот так вот. Дальше тут мы тоже выравниваем. Есть такое дело, оп. Это вниз. Чуть поровнее, чтобы это было. Вот. Теперь вот эти точки выровняем так. И здесь что у нас происходит? Ага, вот эти две точки. Мы их выровняем в это место. Все. Дальше то же самое и с этой стороны. Я буду ножик использовать для того, чтобы прорезать эджи. Вот тут. Я не знаю, почему я сейчас этим занимаюсь, если у нас про мидполе пайплайн. Но мало ли, кто-то скажет, типа, давай-ка нам сложную форму. Вот показываю, какие сложности у вас могут возникнуть, когда вы будете моделить под мидполе. Так, ну и это дело немножко подвину, потому что не хочу, чтобы такая вот штука у меня была. Вот, все. Веса я могу уже отключать, они мне не нужны, я их не юзаю. Дальше это дело там нужно будет ножиком соединить куда-то или просто триангулировать это дело. Вот. Что-то типа такого мы получили. Самое главное, чтобы у нас не было харда J. Вот, об этом я хотел сказать. Самое главное, чтобы у нас хардов не было. Нам нужно, чтобы везде, абсолютно везде на силуэтных частях был чамфер. Этого мы и добиваемся. Так. Теперь я вот это могу соединить вот сюда вниз. Вот эти точки вот в это место. Отлично. Соединю. Вот такие вот чамфера у нас имеются. Дальше. Вот эту точку мы не выровняли. Это мы делаем так. И чуть подальше, чтобы фаска была пожирнее. Вот что-то типа такого. В этом месте мы оставили квадрат. Можно, конечно, сделать такой треугольник. Но, в принципе, ничего страшного от этого не произойдет. Ну, треугольник, я имею в виду, чтобы вот от этих двух точек избавиться. Мы ставим тут такое. Дальше. После этого добра видим, что харды образовались у нас на чамферах. Такого нельзя допускать. У нас плохой шейдинг. Это плохой шейдинг. Что делаем дальше? На объект назначаем weighted normal модификатор. И keep sharp не включаем. Потому что будет keep sharp, у нас будет харды автоматически ставиться по нашему углу. Мы, конечно, можем здесь сделать 180 градусов. Потом выделить все ребра, сделать clear sharp. Тогда будет то же самое. Но зачем, если можно убрать галочку clear sharp, чтобы у нас не возникало никаких штук непонятных. Что делаем дальше? Видим, что шейдинг теперь такой, фасочка солидная, да, уже приятно смотреть на такое дело. Но у нас есть моменты, которые надо фиксить. Значит, что у нас за моменты? Первое, тут что-то с фаской произошло. В этом месте какой-то треугольник непонятный, даже и с тем учетом, что это плоскость. У нас какой-то треугольник непонятный, да, потому что в этом месте триангулируется так, и слишком длинные треугольники не нравятся. Начинаем исправлять. Как это дело исправлять? Ну, в этом месте все довольно просто. Я удаляю этот edge, триангулирую вот так. И могу даже вот эти точки сюда соединить. Мне никто не запрещает это делать. Здесь я просто это дело удалю. Это так вот триангулирую, да, сделаем нормальную сетку хорошую. Теперь, все, что можно было исправить с примененным модификатором, со включенным модификатором, еще не примененным, weighted normal мы сделали. Теперь давай я покажу, что делать дальше, потому что в этом месте нам нужно править уже вручную сетку. А потом покажу способ, когда нам не нужно это править вручную, но он такой замороченный с vertex группами, но все равно я покажу. Значит, weighted normal я применяю. Что делаем дальше? Выделяю всю плоскость. Select linked faces это функция вот select linked и linked flat faces. Мы тут ставим угол 1 градус. Alt-N это манипуляции с нормальными. Мы их можем вращать, да, но все, что мы будем делать, это set from faces. Мы нажимаем и смотри. Был такой шейдинг. Я нажимаю set from faces, бах, он выровнялся. Теперь у меня плоскость плоская. Ну, тут можно соединить вот так вот эту точку. И, в принципе, не надо было выравнивать ничего. Но я показал, что делать в таком случае, да.
Значит, этот треугольник тоже выделяем. Он не относится к фаске. Set from faces. Оп. Все. Теперь у меня видно, что тут есть фасочка. Вот такая вот интересная. И, кстати, красивее бы смотрелось, если бы мы сделали вот такую фаску. Не треугольник, а вот такую. Это было бы поприкольней. Имело бы вид. Так, и это сюда. У меня поломался шейдинг. Я опять же таки выделяю здесь плоскости. Set from faces ставлю. Бах, все, шейдинг у меня выровнялся. И в этом месте триангулирую вручную вот так вот, чтобы шейдинг стал получше. Есть такое дело. Внизу тоже можем исправить, но сейчас не про моделинг. Сейчас мы просто рассматриваем функции, да, что можно делать с этими нормальными. Тут я соединяю эти точки и видим, что шейдинг поломанный. Я выделяю плоскость, Alt-N, Set from Faces, все. Офигенная поверхность. И здесь тоже вот видно, что-то оно какое-то не плоское. Set from Faces, плоское. Можно и тут вот повыбирать вот эти нижние Set from Faces. Теперь не стали плоские, теперь все отлично. Вот. Это хороший шейдинг на нашем мидполе. Да, есть вопросы к фаскам, ой, к количеству сечений, но понятное дело, что мы сейчас не моделируем ничего такого, просто как болванка для примера. Отлично, ребята, это все, что нужно знать. Да, это все, что нужно знать для моделирования мидполя объекта. Но на этом пайплайн не заканчивается. Вот у нас есть объект, да. Теперь, после того, как у нас сделано мидполе, как оно есть, у нас будут этапы UV-шки, бейка и рисование маски, добавление это все в движок и настройка в движке. Но, да, я говорю, что бейка не будет, но я там расскажу, у нас минимальные бейки, там пару секунд, поэтому и считаю, что и нету. Я забыл рассказать про применение без применения этого weighted normal, да, то есть у нас сейчас я его набрасываю обратно сюда. Вот на примере, давай я тут, чтобы мне тут сделать такого. Ну, хорошо, вот у нас есть face, да, который вот сейчас без него, оп, с weighted normal он у нас обратно поломался. Значит, что мы делаем? Я выбираю этот face, перехожу, добавляю группу. Если у кого-то нет модификатора, это находится здесь. Мы переходим в этот зеленый треугольник. Дальше создаем тут vertex группы плюсик, создается группа, выбираем ребра или же фейсы, нажимаем assign, все. У нас заассайнена группа на вот эти 4 точки, то есть на один фейс. Дальше переходим в модификаторы и создаем модификатор. Ну, сейчас, мы можем не создавать модификатор, мы можем тут поставить weight в соточку. Оно выравнивается, да, но оно не всегда нормально может выровняться, поэтому я покажу вам еще один способ, да, то есть тут мы ставим на 50, чтобы оно кривовато было, add modifier и normal edit, и выбираем здесь нашу группу, дальше настраиваем offset. Мы можем по разным осям его крутить, но в данном случае нам нужно по x, то есть вот у нас x, я беру, кручу по x, вот в плюсовое значение у меня он ломается, в минусовое значение он у меня выравнивается. Вот, а минус 14. Все. И у меня получается уже выровнял шейдинг. Но эту штуку вы будете использовать очень редко. И то, если вообще будете ее использовать. Я ее для себя открыл методом тыка, но в принципе вот этой вот ползуночка weight вам должно хватить полностью. Если не хватает, применяйте weighted normal и вручную выделением вот этих вот полигонов проблемных set from faces, все, у вас оно выравнивается. Дальше, ребята, с моделингом мы закончили. Приступаем к этапу развертки. С разверткой тут все достаточно просто. Что делаем? Значит, так как это был кубик, у меня развертка дефолтная кубика, но я его модифицировал, поэтому я все сшиваю, выделяю Ctrl-A, W для того, чтобы все сшить. Дальше просто нарежу его по углу. По углу 70 градусов. Я нарежу его. Нет, 70 градусов слишком. 32 слишком много. Так, ну-ка давайте так попробуем. Угу. Блин, я не хочу это выравнивать. Я не хочу это все нарезать. Можно, конечно. Окей, ладно. Давайте вручную тоже пробью здесь.
Нам нужно обычную сделать развертку. Стараемся делать как можно меньше шеллов, потому что чем меньше шеллов, тем у нас меньше забивается пространство. То есть вот такие вот места я исправляю в этом месте. Из-за того, что у нас есть фасочки, вот такие чамфера, мы можем не ставить шов, потому что угла 90 градусов нету. В своем видео про UV-шку, которая сейчас тоже вылезет, если мне можно добавлять 2 подсказки в одно видео, в своем видео про UV-шку я рассказывал, да, основные правила UV-шения, UV-развертки, и вы можете им следовать. Значит, это у меня имеется. Теперь, что я делаю дальше? Я хочу обрезать вот этот вот квадратик. Так, у меня это имеется. И тут вот так вот можно обрезать его. Да, я думаю, так мы это сделаем. Окей. Теперь кружочек. По кружочку я разрезаю. Здесь, пожалуй. Дальше. Вот эта вся плоскость у меня разрезается. И верхушечка. Все, теперь я выделяю все. Нажимаю Unwrap. И паковка. Что мы видим? Потяжки у нас имеются? Нет, не имеются. Это я выравниваю максимально просто. Да, у меня тут формы смешные, поэтому выравнивается это все пару кликов. Здесь это у меня идет под констрейнты. Да? В общем, если вы не понимаете, да, что как UV-шка работает, посмотрите мое видео про это все добро, и я уверен, что несколько моментов интересных для вас откроется. Так, зачем я это сейчас выравниваю, если это болванка? Для того, чтобы у меня был наглядный пример, показать вам, чтобы оно все какое-то не было повернутое, развернутое. Так, я это пакую. Окей, значит, особенности UV-шки. Это нужно запомнить. Конечно, это не обязательно, но в большинстве случаев нужно это делать. Что мы делаем? Создаем второй UV-канал. Второй UV-канал нам позволит текстурить маску, по которой будет подмешиваться дамаг, пыль и, возможно, какое-то разнообразие нашего материала. У нас будет 3 канала в маске, ну, можно даже 4 даже в альфа-канале, да, но в основном используют 3. И по этим 3 каналам мы будем в движке подмешивать текстуру. Вот. Поэтому мы сейчас развернули один UV-канал. Что нужно сделать? Назначаем ему тексель самый идеальный. Да? Самый идеальный тексель на 2К это 2048. В игровых условиях это 1024. Но так как у нас супер идеальные условия, как в реальном мире, да, 2 метра, 2К, 2.48 ставим. 2.48. Обязательно, ну, вы можете просто 20 поставить. Но самое лучшее, так скажем, идеально, да, опять же, таки повторю это слово, это 48, 2048. Есть вот сейчас разрешение видео 1920 на 1080. Здесь 2048. Короче, что мне вам объяснять? Это математика обычная. Все, я применяю этот тексель. Мы видим, что шеллы у меня больше, чем тайл. Ничего страшного. Эта мидполи текстура, она красится как? Она красится тайловой текстуркой. Ну, точнее, это мидполи объект, он красится тайловой текстурой, которая по краям вот этого UV тайла бесшовная. То есть, сколько бы мы раз ее не дублировали, она будет бесшовная. Вот на примере вот этого куска. Значит, показываю. У меня есть текстура чекера в ризуме, дефолтная. Я ставлю этот кусочек вот сюда на край тайла. И видим, что тут она у меня бесшовная. Все, то есть мы тут не видим шва. Мы его не видим. Даже если я давай поверну его как-то. Вот так вот сделаю. У меня шов не палится, потому что текстура тайловая. И даже за рамкой тайла она продолжает свое существование. Вот. Кто-то может сказать, что типа тут полосочка заканчивается и текстура новая начинается. Но вы можете открыть любую свою текстуру. Давай я, например, открою... У меня тут много текстур кирпичей всяких. Только надо вспомнить, где они, блин. Ага, вот, textures. Давай вот какая-то... Те же кирпичи, да? Так, вот эти кирпичики. Открываем, смотрим.
эта тайловая текстурка, она у меня идет дальше. Поэтому и здесь мы не видим ничего такого, ну, никаких швов мы тут не видим. Все, с этим уяснили, с этим все понятно. Отлично. Что делаем дальше? Это наш первый UV-канал. Поэтому мы здесь применяем Texel 2048. Как-то вот так вот пакуем. Мы можем это все дело запаковать друг на друга. Нам ничего не мешает это сделать. Они могут максимально оверлапиться, нам пофиг. Это будет первый UV сет. Дальше, что делаем? Создаем второй. Мы делаем Create. Называем его, ну, например, UV set 1. 1. Почему 1, если это второй? Потому что первый называется нулем. UV set 0. Второй сет называется единицей. Третий, как по логике, второй будет называться. Это как этажи там во Франции, да, то есть нулевой флор это не подвал, это первый этаж, как по-нашему, да, СНГшному. Вот, переключаемся на этот сет, второй, что мы создали, и тут UV-шки нету. Значит, что нам нужно сделать? Мы возьмем, скопируем UV-шку нашего первого сета. Я нажимаю на первый сет, чтобы он был выделен, нажимаю Copy, и у меня на второй UV-сет, который вот он, тут написано, какой сейчас выделен, копируется UV-шка из первого. Я вот буду переключаться, название меняется, UV-шка не меняется, потому что я ее скопирую. Что делаем дальше? Второй UV-сет, мы его воспринимаем как обычный UV-сет, как обычная UV-шка лоу-польной модели, на которую надо будет запекать. Поэтому здесь нам необходимо это все дело запаковать и максимально плотно, чтобы не было вот таких вот больших пустот. Я, для того, чтобы этого не было, добавляю новые швы. Тут можно это делать. Начинаю паковать. Ага, да. Это я запаковал. Нужно нам больше текстурка, да, поэтому я могу увеличить тексель. Вот так вот, например, это добро у меня пойдет куда-то в это место. Это я могу развернуть. Вот типа такого, да. И, в общем, оптимизировать. Получается, на первом UV-сете мы не обращаем внимания, влазят ли у нас шеллы или нет. На втором UV-сете нам нужно это учитывать. Пакуем как обычная развертка для лоу-поли модельки. Супер. У нас это есть. Сохраняем. Проверяем в блендере, что все у нас подтянулось. Значит, да, это имеется. Так, у меня интересно, у меня тут Zen UV установленный? Нет, не установленный. Жаль. На рабочем компе установленный. Не могу нормально переключаться между сетами. В общем, это наш первый UV-сет. Если мы перейдем вот сюда в Object, и здесь, нет, не в Object, если мы перейдем в эту Data, да, треугольник зеленый, тут UV Maps, вот он, UV-set 1, UV-set 2. Давай для красоты скопирую название и переименую. Вот, 2 UV-сета. Супер! Супер! Теперь что нужно сделать? Экспортировать это добро. Мы это берем, экспортируем куда-то на рабочий стол, единичкой называем, и это дело у нас пойдет в движок. Для текстур мы будем использовать другой объект. Мы его копируем. Желательно создать новую сцену, да, для текстур. Тот наш объект изначально скрываем. Готовим объект для текстур. Вот. Что нужно сделать? Удалить первый UV-сет, нулевой который. Мы его удаляем, чтобы остался тот, который у нас вмещается в тайлик. Вот. Потому что Substance может текстурить самый первый UV-сет. Он на второй не обращает внимания, как будто его нету. Вот. Либо переместить эти UV-сеты, местами поменять, либо удалить первый. Это как хотите. Но я удаляю первый, чтобы у меня оставался только второй, мне так проще понимать. Этот кубик я там называю двоечкой, на десктоп экспортирую. Итак, ребята, мы перемещаемся в Substance. И я уже здесь заимпортировал наш объект. Что делаем дальше? Значит, я создал смарт-материал. Он максимально простой, вы можете его создать самостоятельно. Я его перебрасываю просто сюда в Layers. Что он нам делает? Кстати, у нас тут поехала текстурка. Ой, не текстурка, а шейдинг. Надо было его тут выровнять, но не суть. Как это делается? Да, просто здесь вот так вот берем, все, шейдинг у нас тут выровнен. Кстати, нужно сделать это в этом месте, да? Та моделька, которая идет у нас в движок. Все, теперь я ее экспортирую, единичка, экспорт, окей. Заходим сюда, в Substance. Что делаем с ним? Смотрим, чтобы UV-шка была правильная, чтобы она хорошо подтянулась в это место. И убеждаясь в этом, начинаем красить.
Что у нас за слои? Значит, base слой бэкграундный, это просто цвет черный. Можно оставить белый, но мы ставим черный для того, чтобы при экспорте у нас был черный фон. Это важно. Дальше я создал 3 слоя, 3 филлера RGB. И на них назначил по цвету. Цвет должен быть максимально четкий, точный. Не какое-то такое там значение, да, а вот то, как нам надо. Такой естественный зеленый, да, и синий, и красный. Дальше, что делаем? Я в них понасоздавал маски. Например, вот нам нужно определиться, что у нас будет в этих каналах. В красном канале пускай будет дамаг, в зеленом будет разнообразие материала, и в синем будет пыль. Вот. Чтобы затекстурить это все, мы можем использовать генераторы. Там Ambient Occlusion, курватуры и тому подобное. Чтобы генераторы могли работать, нам необходимо получить карты. Мы должны их забейкать. Поэтому переходим в Substance сюда. Вы можете это делать и в Marmoset, где угодно. Я тут даже ничего настраивать не буду, только поставлю здесь 2К. 2К разрешение. Вот это все дело хай печется. И галочку Use Low Poly Mesh as High Poly Mesh. У нас же high poly нет, мы будем low poly само на себя печь. Кейджик у нас не будет ничем пересекаться. Все, нажимаем Bake. Сейчас у нас происходит Bake всех карт, которые мы выбрали, в 2К разрешении. Можно бейкать в 4К разрешении. Это уже как хотите. Так, окей. Return to Paint Mode. И здесь через B мы можем смотреть, как у нас АОшка забейкалась, как забейкались остальные карты. Вот, тут максимально примитивный бейк я сейчас показал. Конечно же, вам нужно это все добро забейкать, ну, хорошо, чтобы оно смотрелось, да, чтобы не было артефактов и тому подобное. Я просто это сделал для того, чтобы показать, как генераторы работают. Значит, что делаем дальше? Например, да, в пылюку мы закинем генератор эмбиента, и пускай этот генератор, ну, я его сделаю максимально таким примитивным, это не туториал по тому, как надо красить. Вот, закину сюда dirt, по эмбиенту будет работать у меня пыль. Отлично, пыль есть. Вы так, конечно, не делайте, прорабатывайте с умом, у вас может быть до хрена здесь этих слоев, масок, там очень много может быть, так что не думайте, что это маска всего лишь, чаще все быстро сделаю. Нет, нужно все хорошо прорабатывать. Здесь в дамагах пускай это будет у меня Metal Edge, что-то типа такого. И зеленая будет, что у меня тут будет? Получается, какой-то гранж накину, так скажем, чтобы он мне давал разнообразие. Какой-то, может, процедурный гранжик нужен, ну, вот Clouds обычные, да, там Clouds. Контраста, баланса чуть меньше, все. Вот так должна выглядеть маска. Из 3 каналов, из 3 цветов. Что делаем дальше? Как только мы это сделали, мы нажимаем на кнопку экспорта. Что тут нужно сделать? Выбираем размер текстуры, как обычно, да, и выбираем тут пресет RGB Mask. Я его сам создал. Вы можете создать его по-своему. Расскажу, как он работает. Значит, здесь всего лишь идет один слой вот этого нашего пресета с RGB. Вот так создаем RGB, вот он создается. И Base Color перетягиваем сюда в RGB Channels. Все, настроено. Вы можете использовать там не цвет, можете сделать для R канала будет у вас цвет, для G канала будет roughness на единичку, и для B канала metallic, да, то есть как хотите, но мне так проще. Вот, я его быстро наклепал за 5 минут, чтобы вам показать. Значит, все, пресет у нас есть, это имеется на рабочий стол, мы это все дело забрасываем, выбор папки, PNG тарга, как хотите, based on each texture set size 2К, нажимаем экспорт. Все, карта у нас заэкспорчена, и смотрите, что у нас получается. Вот это наша маска. Это наша маска, которую мы должны подключить в движок. Супер. Это у нас есть. Переходим теперь в движок, ребята. Я уже создал тут сцену. Давайте закинем в нее, значит, нашу маску и наш меш, который мы готовили для экспорта в движка, у которого есть 2 UV канала. Здесь по настройкам настраивайте сами как хотите. Я тут ничего не буду делать, ничего нажимать. Это нужно для того, чтобы показать вам просто, как оно работает. Вы там настраивайте как хотите. Не нужно брать каждый мой клик за истину, да, потому что я показываю максимально примитивно это все дело.
Теперь нам нужно создать здесь материал. Мы создаем материал, можем его, называем, конечно же, правильно. Дальше подключаем его сюда, сохраняем этот мешик, закрываем, открываем материал. Окей. Значит, смотрите, ребята. Да, сейчас меш перетяну в это место. Вот, добавили меш. Как я уже говорил, процесс текстуринга, он происходит в движке по большей части, потому что мидполи текстурится тайловыми текстурками и разноображивается маской. Значит, у нас должна быть уже готовая тайловая текстура. Например, это будет там бетонная стена какая-то, вообще все, что мы хотим. Поэтому, что мы делаем? Я из моих текстур можно с бриджа взять, как хотите. В общем, это уже вам решать, откуда брать текстуры. Или самому делать, или брать откуда-то. В общем, я возьму стену. Вот у меня есть текстуры стены. Так, Bricks. Вот, например, тоже, что я показывал вам, когда на вишке, да, показывал ее. Я закину сюда только Base Color, но ту манипуляцию, что я покажу, ее можно делать и с нормалом, и с рафнессом, и с любой картой, абсолютно, которая сюда только может подключаться. Значит, что мы сделаем? Заходим в нашу маску, которую мы экспортнули и закинули в движок. Здесь в Compression Settings ставим Mask, но sRGB. Сохраняем это дело, закрываем. В самой текстуре Base Color настраивается. Base Color ничего не трогаем. В Roughness ставим Grayscale. И в металлике тоже ставим... Ой, в нормале он уже сам автоматически нам потянет, что это нормал. Забрасываем это все дело вот сюда, в стену, да, нашу кирпичную. RGB, Base Color, подключаем. Я делаю Apply текстурки. Вообще это можно настраивать с инстансом, да, то есть мы настраиваем Main Material, потом Instance, но я Instance не буду делать, нам это не нужно. Зачем? Мы будем максимально просто, чтобы вы поняли, как работает эта вся штука. Значит, из-за того, что у меня Texel 2048, да, на 2К текстуре, текстурка сама тоже 2К, здесь мы можем увидеть реальный размер кирпича, да, как он в реальной жизни выглядит. То есть нам уже ничего не нужно тут тайлы какие-то крутить, нам это не надо делать. Все, мы подключили. Что делаем дальше? Ребят, смотрите, как подмешать маску по второму UV-сету. Берем нашу sRGB. Здесь она будет состоять в Sample Type Mask. Дальше, что делаем? Нам необходимо LERP, создать ноду LERP. Я нажимаю L на клавиатуре и просто левой кнопкой мыши тыкаю. Либо тут можно вписать просто LERP. Вот, Linear Interpolate, то же самое. Значит, вот у меня две, там, вот будет у меня кирпич, и пускай это будет какая-то грязюка. Я нажал на тройку и кликнул, да, то есть это у меня векторная штука на три значения. Выставляю тут какой-то такой грязный, ну, такая вот грязюка типа будет, пускай, что-то типа такого. Все, я теперь должен подмешать пылюку в пылюку. Пылюка это у меня B-канал, мой синий канал. Давайте сделаем это. Значит, из синего канала я вытягиваю ползуночек, да, соединительный, и ставлю тут one-minus ноду. Она мне конвертнет этот канал в векторное значение, которое я подмешиваю сюда в LERP. И это я... Так, тут я удалю эту штуку. Так, нет, это ты уходишь. Подкидываем из one-minus в альфу. И в значение A и B подмешиваем наши две текстуры, которые мы должны смешать. Так, это добро сюда идет. Это в Base Color пошло. Так, окей. Что делаем дальше? Смотрите. Здесь для этой текстуры, для нашей маски, мы должны использовать второй UV-сет. Мы должны указать, что юзай мне второй UV-сет. Поэтому я создаю... можно создать Texture Coordinate. Вот, Texture Coordinate. И здесь поставить Coordinate там 1, 2, 3, сколько у вас там этих UV-сетов. Но в самой текстурке здесь тоже можно указывать это значение. Так что не парьтесь. Я вижу, что я подключил неправильно. Просто сейчас поменяю эти ползуночки. Apply.
Все, ребята, смотрите. У меня маска работает по второму UV-каналу, и через нее подмешиваются две текстуры разные. Получается, через синий канал, который мы делали, вот эта синева, которая у нас тут есть, которая вот синяя штука, да, у меня работает пыль, и вот так вот получается. Теперь там давай для того, чтобы сделать какую-то вариацию, например, можно там создать опять же таки еще одну, да, какой-то красный цвет, например, такой вот. Опять же таки, я беру Linear Interpolate ноду, соединяю то, что мы получили здесь при смешивании в B. Дальше я беру one minus копирую, вставляю. Green канал. И подключаю его в альфу. И вот эту вот текстурку, которая у меня будет в Green канале, я буду использовать как разнообразие цвета. И уже это подключаю в Base. Смотрите, у меня теперь есть подключенный и голубой канал, и зеленый. И вместо этих векторов вы можете ставить любые свои текстуры. С рафнесом то же самое работает. Поэтому, ребята, вот в принципе все, что я хотел вам показать. Все, что написал, я это сделал, да, рассказал вам. Поэтому пользуйтесь. Таких вот видосиков я очень мало видел на ютубе, и они в основном на английском языке. Поэтому я думаю, было бы неплохо поставить лайк на этом видео, написать добрейшенький комментарий и поделиться этим видосиком у себя в Discord сервере, где вы с чуваками зависаете и сидите. Поэтому, что могу сказать? Спасибо всем за просмотр. Если будут какие-то локальные вопросы, обращайтесь ко мне в Patreon за помощью. Ну, или же в комментариях пишите, я, может быть, вам отвечу, если это будет какой-то быстрый вопрос, да. Все. Спасибо всем, кто смотрел. С вами был Вагалюк. Всем удачи. Всем пока.